В то время мобильников у нас еще не было. Как-то пошла я погулять, а одной скучно надумала взять с собой подружку. Она жила в соседнем доме, высоком таком, 12-этажном на 7 этажей. Подниматься пешком высоко, и как обычно пошла в лифт. Дом у них был новый, но подъезд весь грязный и исписанный уже, а лифт, так вообще ужасный. Поднимаюсь я на лифте, вдруг он как дернулся, свет замигал, и он остановился. Все, думаю, застряла я. Так оно и вышло. Прошла минута, за ней вторая, а лифт все стоял на месте. Я стала волноваться, не хотелось мне сидеть в этой вонючей кабинке весь день. Да и что там делать? Наклейки от жвачки на стенах наляпанные, разглядывают что ли? Стала я тыкать на кнопку вызова, ни ответа, ни привета, лифтер забухал, видать. А может и выходной у него, думаю. Я тогда стала в стены и в дверь колотить и кричать. Вдруг, думаю, кто услышит из жильцов и аварийку вызовет. Но и это было напрасно. Ведь как оно у нас, когда не надо, к тебе все лезут, а нужна помощь. Нету никого вокруг, словно ты один-одинешенек, в глухом лесу заблудился. Скоро мне это все надоело. Оперлась я на стенку, стою, смотрю на тусклый светильник в потолке и думаю о жизни. Тут передатчик на панельке справа, где кнопки, вдруг начал поскрипывать как-то странно. А потом оттуда послышался тихий такой мужской голос. И очень приятный: «Здравствуйте, девушка», — говорит. «Я вижу, вы в беду попали. А как это вы меня видите?» — спрашиваю я. А он мне через несколько секунд: «Да вот, вижу и все». Тогда я решила не упускать такого шанса. Думала ведь, что это лифтер очнулся, и закричала ему: «А ну, выпускай меня отсюда. Я уже тут больше часа торчу». Тут лифт вдруг со скрежетом покатился вниз и остановился на первом этаже. Тут мне этот голос из динамика и говорит: «Ну вот и приехали, а я вас тоже кое о чем попросить хочу, как увидите Наташу, одноклассницу свою, передайте ей привет, от Василия, зовут меня так». И замолк тут же. Тут двери открылись, и я поскорее оттуда выбежала. Но думаю, Наташка наша совсем очумела, с мужиками сомнительными взрослыми знакомства водят. Через день в школе встречаю я ту Наташу, и говорю ей, как все было. А она аж побледнела вся, как услышала, расплакалась. И давай меня трясти, что? Мол, он еще говорил. Тогда мне совсем это странным показалось. Наташу я в медпункт отвела, там ей дали валерьянки и уложили на кушетку отдохнуть маленько. А я тем временем пошла и спросила у девочек, что это с ней было. Они-то и открыли мне всю правду. Оказалось, Наташин папа уже давно умер. Он когда-то лифтером работал, и звали его Василий. Что вам сказать, много всяких чувств я после этого испытала. Сначала стало страшно, а потом и стыдно за свое поведение, что я так неласково с покойником поговорила. Он ведь мне вон как помог. Хорошо, что хоть просьбу его исполнила.